Сдобный сладкий пирог такой обычно приносят на большое торжество, на большой стол. Все знают, что это очень вкусно. Сдобный сладкий пирог должен быть очень нежным, очень воздушным, таким невесомым. Поэтому мы будем делать опару на воде, так как жиры замедляют брожение. Дрожжи для этого пирога лучше взять живые. Они ведут себя совершенно иначе, нежели сухие. Сухие используют только в крайнем случае. В воде разведите 12 грамм дрожжей, чайную ложку сахара и 1,5 чайной ложки муки. Очень хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Муку вообще заранее всю просейте. В соседней миске тает 40 грамм сливочного масла в теплом молоке 200 миллилитров. Сделайте то же самое. Итак, что мы сделали? Мы в теплом молоке растопили сливочное масло и сделали опару на воде. В опаре у нас мука, сахар и дрожжи. Все, теперь оставьте эти две чашки, пускай наша опара начнет работать, а масло растает в теплом молоке. Повторяем, муку нужно просеять несколько раз. Я делаю это 2-3 раза. В миске у меня 2 яйца и 50 грамм сметаны. Подогрейте их до слегка теплого состояния. Я делаю это просто в микроволновке короткими импульсами. Все хорошо перемешайте венчиком до однородной массы. Я очень хочу, чтобы у вас получился этот шикарный пирог, поэтому объясняю все очень-очень подробно. Не сокращаю видео по возможности. Хочу заострить ваше внимание, что абсолютно все продукты в этом рецепте, и сметана, и масло, и яйца, и молоко, и все, что там есть, должно быть теплой температуры. Градусов 36-38. Если у вас в помещении холодно, постоянно поддерживайте с помощью микроволновки короткими импульсами все до теплого состояния. Вот, перед смешиванием я проверила, и оказалось, что подостыли мои 2 пиалки, поэтому я их подогрела в микроволновке буквально 5-10 секунд коротким импульсом. И сейчас эти 2 пиалки я смешаю: яйца, сметану и молоко с маслом. Переместила все в более глубокую посуду. Если масло в теплом молоке у вас не до конца растворилось, то сейчас при повторном прогревании продуктов венчиком все разбейте до однородного состояния. Масло должно разойтись. Теперь добавьте растительное масло тоже в нашу смесь. И теперь уже все хорошенечко объедините, перемешав. После того, как и растительное масло хорошо перемешается с остальными ингредиентами, теперь уже выливайте нашу опару туда. Опара стала примерно как сметана. Посмотрите. То есть там нет никакой огромной шапки сверху грибной. Этого не должно быть. Она просто должна стать как сметана. Теперь ответственный момент. Мы добавляем нашу муку. Ни в коем случае не высыпайте ее всю сразу. Добавляйте постепенно. Все время мешая. Сначала венчиком, потом лопаточкой, потом уже в конце руками. Нам нужно получить в итоге очень мягкое, очень пластичное, нежное тесто. Но не должно быть крутым, но не должно быть жидким. Мука у всех разная, поэтому лучше не переборщить. Если при замесе вы почувствуете, что тесто уже достаточно взяло муки, то больше ее не кладите. Я сейчас все покажу, как это должно быть и как тесто меняется. Меня попросили не сокращать видео, когда я вымешиваю тесто, вот подсыпаю муку. Поэтому, собственно, я оставила все как есть, чтобы наглядно было видно, как именно должно загустеть тесто, когда вы добавляете муку. Я каждый раз при добавлении очень хорошо вымешиваю, разбиваю абсолютно все комочки. Вот сейчас еще немножечко добавим, потому что тесто жидковатое. Еще чуть-чуть. Вот пока, собственно, можно делать это венчиком, я это делаю венчиком. И только уже потом, в самом конце, когда уже оно фактически готово, я перехожу на руки. Видите, как тесто густеет? То есть уже венчик, в принципе, начинает забиваться. То есть сейчас я возьму в руки уже силиконовую лопатку и буду подмешивать остаточки муки с помощью нее. Лопатка силиконовая, она очень хорошо собирает все тесто со стенок. К ней практически ничего не прилипает. Очень удобно ею вымешивать. Если делать с самого начала руками, то тесто очень сильно забивается к рукам, то есть липнет на него, и делать это не очень удобно. То есть руками я делаю только в самом-самом конце, как я сказала. Вот так со стеночек лопаткой подгребаем внутрь муку и замешиваем дальше. Домешиваем муку. Видите, она уже загустела фактически до такой степени, что вот уже такое начинает держать форму. То есть оно уже
не жидкое, как было, ну и до густого ему еще очень далеко. Оно липкое, вязкое, мягкое. Вот я перешла на руки. В конце подсыпаете муку совсем, очень осторожно, совсем по чуть-чуть, когда уже работаете руками. Даже лишние 50 грамм сыграют погоду не в лучшую сторону. Каждый раз при подсыпании очень хорошо вымешиваете. Постоянно смотрите, насколько тесто загустело. Сейчас вот оно похоже где-то примерно чуть погуще, чем каша овсяная. Вот по ощущениям, наверное, такое. У меня, в принципе, мука очень точно рассчитана в рецепте. И у меня она всегда уходит вся без остатка. Но я в любом случае никогда не сыплю ее целиком, всю сразу. Вот, так что имейте это в виду. Вот, видите, как оно уже хлюпает такое в руке. Так интересно заводится. Вот, и уже вот если его поднять, оно такое бумс и падает с руки. То есть оно такое очень-очень мягкое, липкое, вязкое. Я беру муку всегда одного производителя. 12% там у меня белков. И, в общем-то, тесто прогнозируемое и всегда делается одинаково. Как только вся мука у вас исчезнет с поверхности, тесто станет полностью однородным, без сухих ингредиентов, то можно перестать вымешивать, тесто ваше готово. Сейчас надо дать ему подняться. Первый раз у вас подъем займет где-то час. Если у вас дрожжи не очень свежие, может быть час 15. В любом случае на поверхности у вас должны образоваться такие, знаете, как бугорки. Это поднимается воздух. Если бугорки появились, то тесто очень хорошо себя показало. Я перекладываю тесто в более широкую посуду, накрываю сверху пленкой, 2 раза оборачиваю, чтобы вообще не было доступа воздуха. Тесто не любит сквозняков, поэтому я ставлю его просто в духовку, зажигаю там лампочку. Саму миску с тестом ставлю на деревянную разделочную доску, чтобы не было контакта с холодным противнем. Первая расстойка час 10. Вот показываю, как тесто выглядит в самом начале. Оно занимает где-то 1/3 часть миски. Что будет с ним после подъема, сейчас покажу, как должно быть. Тесто бугристое. Вот такой у нас глютен. Видите, как тянется. Оно не рвется. Оно вот. Видите, какое тесто хорошее. Вот. Такое. Сейчас просто обомните его силиконовой лопаткой, аккуратненько с краев. Его не нужно сильно вымешивать, как-то там кулаками, что-то там. Просто обомните с краев, чуть-чуть подсоберите к центру. Вообще действуйте с этим тестом очень аккуратно, чтобы его не травмировать. После того, как вы его соберете к центру, его нужно будет опять накрыть пленочкой и поставить минут на 20. Вторая расстоечка. Как видите, тесто абсолютно несложное. Просто оно требует аккуратности и нежного обращения к себе. Его не нужно вымешивать. Вот. Достаем тесто через 20 минут после расстойки второй. Вот оно вот так поднялось, очень красиво выглядит. Снимаем все это дело. Так, можно чуть-чуть масла. Вот, смотрите, какое тесто. Вот оно, вот такое, вот оно должно быть какое, видите? Вот это уже тесто. Сдоба пошла. Оно мягкое, нежное. Оно тянется. У нас полностью соблюдено глютеновое окно. Смотрите, какая красота. Вот. Вот это и есть наш вариант. Так.
Вот оно. Вот такое вот красивое тесто. Вот. Так, мы его сильно не мнем, не травмируем. Нам его нужно просто разрезать. Разрезать на 2 части. Все. Если вот так вот чуть-чуть поподелаем, все, вот такая красотища. Такая красотища с пузыриками. Ой, ну вообще. Так, вот одно и второе. Вот так же чуть-чуть поделаем внутрь. Все. Так вот. Все, вот у нас 2 теста. Сейчас мы их накрываем и даем им полежать. Тесто нужно отдохнуть. Все, минут 15. Вот так они хорошо поднялись. Сейчас будем раскатывать. Можно скалку. Если у вас липнет, рукой. В любом случае до нужных размеров. Вот. Все. Когда разровняете дно, положите сверху такое приличное количество варенья. Оно должно быть по высоте такое же, как ваш пласт нижний, ну где-то в районе сантиметра. То есть я для этих делала домашнее варенье, делала из вишен замороженных. Как его делать, я дам ссылочку. Оно подходит, в принципе, для начинки вообще любых пирогов и пирожков. Так что пользуйтесь. Варенье домашнее, конечно, намного вкуснее любого покупного, и джема в том числе. Вкус, конечно же, не сравнить с магазинным. Сейчас. Так. Верхнюю крышку пирога просто оформляйте по своему желанию. Я разрезала ножницами. Сделала дырочки, такое солнышко. Потом обязательно дайте пирогу подняться. Это где-то занимает тоже минут 30. У кого-то может быть 40. Зависит от температуры в комнате. Все, после этого можете выпекать. Первые 20 минут я всегда пеку на 180 до получения желаемой корочки цвета. Вот, а дальше уже на 170 и допекаете еще минут 20. В целом получается где-то 40 минут, чтобы он хорошо пропекся. И тесто было очень воздушным, мягким, пышным и очень легким. Вот так выглядит пирог, когда он поднялся. Снимайте пленку и сверху смажьте очень аккуратненько, чтобы не опала сдоба желтком. Можно смешать его с молоком. Ну вот такой вот пирог получился. Сейчас ему надо немножечко остыть. Сверху я украсила пирог глазурью. Она придает блестящий такой колорит. То есть просто уварила сахар 100 грамм с 200 грамм воды до состояния такого меда льющегося.